Он ищет женщин, которым можно отомстить за то, что они вообще женщины. Итак, что они делают? Что это за мужчины такие вообще? Где они? Почему они вообще таковыми становятся? И вообще, что хочу я сказать по этому поводу. Есть такая закономерность во Вселенной, что специальная случайность происходит тогда, когда вот определенный человек с определенными качествами и пережитым опытом встречается тому человеку, который должен ощутить на себе его опыт. Почему я это говорю? Сейчас узнаете дальше. Итак, эти мужчины ищут очень интересных и занятых женщин. Мужем или, возможно, даже которые собираются замуж. Они специально ищут. Какие признаки вообще таковых мужчин, которые действительно мстители? Они находят женщин в соцсетях, они говорят о золотых горах, об обещаниях, о признании, какая она красивая, шикарная, обсыпают ее всевозможными красивыми словами. Они готовы все для вас сделать. И еще один момент такой, по которому вы можете понять, что это такой мужчина. На самом деле это не ваш поклонник. Это ваш судья, который оделся в овечью шкуру, волк, который вас преследует и хочет вам испортить вашу личную жизнь. Что он делает? Он вас находит в соцсетях, находит про вас всю информацию, которая только возможна. Про вашего мужа или про вашего парня, про вашу семью, про все находит всю максимальную информацию. Пока он ищет, он вас находит, просто вот он выбирает вас как жертву и начинает игру с неизвестного аккаунта, который зашифрован, который вы не можете увидеть ни лица, никакой абсолютной информации. Вы можете ему только писать. И он вам может только писать. Но лица и звонка нету. И вот такие мужчины, они ищут болезненное место женщины и начинают с ней об этом говорить. Они постепенно надавливают и надавливают, и надавливают на это больное место. Когда женщина начинает понимать, что она действительно понята, она услышана, она раскрывается этому мужчине. Зачем? И почему вообще она это делает? Помните, я говорила закономерная случайность, то есть специальная случайность, которую Вселенная дает таким женщинам и такому мужчине встретиться. Это вообще обязательно. Обязательно. Для чего? Женщина, она просто так, если у нее закрыты все потребности со своим мужчиной, или с мужем, или с парнем, или с будущим мужем, с которым они уже готовы пожениться, она никогда в жизни не поведется на мужчину, который почувствовал и узнал и прощупал ее больные места. У нее них не будет просто за что уцепиться, если таковая женщина полностью удовлетворена всем, что ей нужно для полного счастья со своим мужчиной, которым она сейчас находится в реальных отношениях. Зачем это нужно ей и зачем это нужно этому мужчине? И еще будет третье лицо, это муж этой девушки или женщины, или парень, неважно, то есть ее вторая половинка. Зачем это тоже ему нужно? Это тоже в конце вы узнаете. Значит так, Вселенная дает понять женщине, что у нее проседают где-то отношения, и она это понимает, но не может решить этот вопрос. Самое, знаете, главное, рано или поздно, благодаря этому мужчине, который на нее охотится и отомстить хочет за свою боль, которая его мучает, и он не может ее оставить, женскому полу, благодаря тому, что время пришло, либо потому, что ей надоело, оно когда-то остановит отношения с тем мужчиной, который не дает все потребности этой женщине, рано или поздно. В любом случае, 1000%. Я говорю на личном опыте. Вот потому Вселенная дает женщине такого мужчину, который показывает ей, что нужно принимать решения. Вот и все. Это женщина на самом деле, которая в
отношениях, которые ее не удовлетворяют абсолютно, либо очень максимально в большом проценте. Если женщина не говорит о том, что ее волнует, она просто терпит, а рано или поздно приходит вот такой мужчина, который что он делает дальше? Он просто ее провоцирует на то, чтобы она ему ответила: да, я готова с тобой встретиться. Предлагает ей, возможно, как встретиться, где встретиться, и чтобы она ответила: да, я готова, когда мы встретимся, я бы хотела провести время так-то, так-то. И вот когда она все это отвечает, этот мужчина собирает информацию, делает скриншоты, что она говорила. Если голосовые смс-ки, обязательно скидывать ее мужу. Самое интересное, почему и что происходит. Кульминация. Происходит то, что называется «все карты открыты». Первое. Девушка понимает, что ее очередной раз использовали. Девушка понимает, что она наконец-то будет, возможно, либо услышана, либо брошена. Либо этот вопрос проблемный закроется, то, что она не получает, муж услышит это, что она наговорила от души этому человеку, и она наконец-то примет решение. Решение оставаться или уходить. Закроет ли этот мужчина ей эти потребности или нет? Достаточно ли она счастливая с этим человеком, чтобы не обращать даже на это внимание, то, что ей не хватает. Какие бывают варианты в результате всего этого, когда все раскрывается. Муж узнает всю переписку, все общение с другим мужчиной, что у женщины на душе, почему она вообще с ним общается и вообще что происходит. То есть всю правду раскрывает 3 человека, узнают все друг о друге всю правду. А мудрая женщина, первая она, сразу скажет мужу, что да, мне пишет один мужчина, он хочет со мной видеться, он хочет со мной определенных отношений. Как ты на это смотришь? Что мне с этим делать? Знаете, мудрый муж скажет: ты знаешь, я так думаю, что тебе нужно прекратить эти отношения. И он подумает, если она об этом сказала, значит, она хочет, чтобы он обратил на нее внимание, что у него есть красивая, интересная жена, которой интересуются другие мужчины, и что она готова с ними контактировать. Этим подтекстом, тем, что она сказала ему о том, что ей пишет мужчина какой-то и предлагает то-то, 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 она ему дает шанс разобраться, почему она вообще обратила на него внимание, на этого другого мужчину, который предложил то, чего ей не хватает с этим мужчиной. Вот такой мудрый мужчина. Другой мужчина, который глупый, он даже не будет разбираться, просто бросит и назовет ее изменщицей. И вот так вот заканчивается у пар вот эти отношения. То есть глупый мужчина бросает женщину, не разбираясь абсолютно, почему она вообще пошла на контакт. Значит, что-то ей не удовлетворяет? Нет, значит, не удовлетворяет. А умный мужчина, мудрый мужчина, он с ней сядет и будет разговаривать. Почему ты пошла вообще на контакт? Что произошло, что ты вообще пошла на этот контакт? Вот это мудрый мужчина. В состоянии таком женщины, что она делает? Я вам так скажу, это глобальная будет проблема для нее сделать шаг, решить. Если мужчина ее бросает, она начинает понимать то, что ее никто не услышал. Если мужчина начинает с ней говорить, она понимает, что она услышана, и она с этим мужчиной пойдет дальше. Она насколько будет трепетно относиться к этим отношениям, она все объяснит, что ей не хватает, она честно признается, если она никогда не говорила, и она будет стараться, чтобы мужа своего предрасположить к тому, чтобы решить этот вопрос. А глупая женщина, да, она просто уйдет, не объясняя ничего, просто уйдет. Что я хочу сказать о третьем лице? Третье лицо – это самое интересное лицо в этой истории. Это тот мужчина, который палач. Что с ним потом произойдет? В очередной раз либо он как-то поменяет свои отношения. Возможно, это женщина, которая честно признается мужу и расскажет про свою историю с ним. Он поймет, что она не хотела изменять ему абсолютно, своему мужу. Возможно, он изменит свои отношения к женщинам. Возможно, но
есть вариант такой. А после таких историй, которых он раскрывает истину женщины, какая проблема у нее с мужем, то есть в чем проседают их отношения. Например, если этот мужчина предложил там ей заработать как-то деньги, она откликнулась. Либо если она захотела близких отношений, это тоже проседает. Либо она захотела просто получить удовольствие от каких-то мимолетных подарков, либо просто отношения, либо ласковых слов. То, на что она откликнулась, в этом есть проблема у людей в отношениях. Это очень легко понять. Вот я советую вам, если у вас случаются подобные истории, и вы не понимаете, в чем у вас проблема, если вам встречаются подобные люди, либо вы что-то слышите о других отношениях, и вы чувствуете что-то родное, вы там чувствуете, там говорят, например, вот он не дает ей денег и там все такое, и вы чувствуете, что это что-то родное и болезненное для вас. Вот это ваша проблема. То, что вы слышите от других, что вы слышите в разных отношениях, и оно вам откликается, что-то родное и болезненное, это проблема в ваших отношениях, а не только в этих людей. Это ваша боль, которую вы либо боитесь решить, либо не знаете, как решить, либо вы не хотите на нее обращать внимание и хотите, чтобы оно само собой как-то там решилось. Такого не бывает. Такие отношения расстраиваются, и они разрушаются. Это 100%, если не решать эту проблему. Вот и все. А что же с этим мужчиной будет? Итак, первое, что он станет навсегда абсолютно жестоким и с каменным сердцем, у него не будет никаких поблажек к женщинам. То есть он абсолютно к ним будет равнодушен, как к женщине. То есть вообще никакого уважения не будет. Либо если будет он искать себе женщину, такой мужчина, он будет постоянно их тестировать, этих девушек, бесконечно, держать на коротком поводке, постоянно контролировать. То есть он будет в режиме ожидания того, что его вот сейчас предадут. Пойдет в кафе с подружкой, и вот точно она там с кем-то будет сидеть, кофе пить и знакомиться, а потом еще пойдет дальше. Это будет вот такой пример. Возможно, он найдет себе девушку, которая абсолютно без опыта, которую можно создать для себя. Уверить ее в том, что она именно такой должна быть, как ему удобно, сделать ее удобной, а не счастливой. Сделать ее исполнительной, а не свободной. Я хочу сказать, что такой мужчина создает женщине боль, которую она еще даже не знает, что она уже началась, эта боль. Он создает ее крепкие оковы на руках и ногах и садит в клетку. Она не может не развиваться спокойно. Она без доверия мужа или этого мужчины живет с ним. То есть она постоянно в подозрениях. Она не может вообще ничего делать по собственному желанию, только с его разрешением. Что происходит с женщиной такой? Она теряет просто жизненную силу, потому что она не может быть свободной ни морально, ни физически, ни психоэмоционально, а значит гормональная система ее просто уничтожается до нуля. Соответственно, она становится неинтересна этому мужчине, и он ее сливает. Вот и все. Это самое главное, что вы должны понять, женщины и мужчины. Женщина должна и обязана, и имеет право быть в руках мужчины еще свободнее, чем она была до этого, без его рук. Мужчина дает женщине свободу развития, расширения и возвышения выше того уровня, на котором она до того, как она встретила его. Они друг друга обязаны просто развивать, а не усугублять, унижать их недостоинства и обрезать крылья друг другу. Это самое страшное, что может быть между мужчиной и женщиной. Ваша боль – это ваша сила. Если вам причинили боль когда-то, если вам изменили когда-то, вы должны быть благодарны этому человеку, потому что это не ваш человек. Вы должны поблагодарить за то, что он был в вашей жизни, и что он сейчас освободил вас от себя. И вы теперь очень опытный человек, но доверяете теперь себе и своему чувству, что вы видите и кого вы видите перед собой. Вы становитесь сильнее,
прочнее, увереннее, осознаннее, и вы больше не наступите на те же грабли, которые вы наступили ранее. Вот и все. Если вы в отношениях, вы просто должны понимать сами для себя, что бывают разные уровни отношений. Если кто-то идет выше, а кто-то где-то на ниже уровне, то рано или поздно кто-то уйдет. Если вы прыгнули выше, то этот тот, кто ниже, он останется там. Просто он не выдерживает вашей скорости. Вот и все. Просто стечение обстоятельств Вселенная создает так, чтобы мужчина и женщина не разошлись, чтобы они не мешали друг другу развиваться дальше. Кто хочет остаться внизу, он остается, а кто хочет выше, он идет дальше. Вот и все. И никто никому ничего плохого не сделал, поверьте. Просто вы освободили друг друга для других сильных и мощных отношений. Для того, чтобы найти своего на том уровне, котором вы уже сейчас. Если вы на 5 уровне, а ваша жена на 2, то вы будете искать, вас Вселенная даже сподвигнет, чтобы вы уже ушли от этой жены, либо она вас бросила, либо она вам изменила, чтобы вы разошлись, чтобы вы уже искали на том уровне, где вы сейчас, дорогие мужчины. Также касается и женщин, с мужьями тоже. Не надо эту боль переносить во всю вашу жизнь, потому что вы ее испортите, вы будете жить прошлыми ошибками вашими и не будете ребрендинговаться. Если вы хотите, чтобы я вам помогла увидеть ваши проблемы, проседания в ваших отношениях, я, безусловно, готова вам помочь. Почему? Потому что имею опыт, на личном опыте изучаю это все. И очень много было пар, которые не видели под носом свои проблемы. Я вам предлагаю обратиться ко мне, если у вас есть проблемы. Я вам, конечно же, помогу их решить. Мало того, если у вас есть желание поучаствовать в моем новом направлении проекта, прямо поучаствовать в консультации на Zoom-программе, и я вас готова встретить здесь, если вы не боитесь, если вам это интересно, если вы хотите попробовать себя немножко в другом амплуа и тем же помочь самому себе и помочь другим решить проблему, которая у вас есть, и на фоне вашей истории кто-то решит свою проблему. Не один, а очень много людей. И я вас приглашаю на совместную работу и личное консультирование, которое будет инкогнито. То есть если вам хочется со мной поговорить лично, я готова вас услышать и вам помочь. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Тарант Тема. Я готова вас услышать и помочь.